Сегодня я разберу одно из самых популярных противостояний – GTA 5 против Cyberpunk 2077. Одна игра живет уже более 10 лет, а другая пережила скандальный запуск, но сумела исправить свои ошибки. Ахой, братишки и сестренки, на связи Клим. И это две культовые игры, два разных мира, но одно легендарное противостояние. Одна – это безумие, криминал и реализм, другая же – это мрачное будущее, технологии и неоновый киберпанк. Я разобрал обе эти игры по кусочкам, чтобы понять, стоят ли они на самом деле вашего времени. И поверьте, результат вас удивит. А в конце будет бонус, то, чего не хватает одной из этих игр, чтобы стать полностью идеальной. А пока напиши в комментариях, какая из этих игр тебе нравится больше, ведь сегодня я сравню их по минимальным критериям. Что же все-таки лучше в 2025 году? Берите что-нибудь вкусненькое, усаживайтесь поудобнее, давайте разбираться. Ну что же, я сравню эти игры по ключевым параметрам: геймплей, графика, открытый мир, сюжет и онлайн возможности. Ну а в конце вас ждет вывод, какая же игра все-таки более актуальная для игроков в 2025 году. И начнем мы, конечно, с самого главного, это геймплея. Как ощущаются обе игры в руках игрока? GTA 5 это классический экшен от третьего лица. В этой игре игроки получают свободу действий. Хотите устроить перестрелку с полицией? Пожалуйста. Грабить банки? Без проблем. Покупать бизнес, участвовать в гонках или просто путешествовать по миру? Все возможно. Управление в ней осуществляется привычным и удобным способом, ведь это классический экшен, где персонажи двигаются плавно, стрельба отзывчива, а управление автомобилями стало эталонным для этого жанра. В GTA 5 не нужно думать о тактике, вы просто делаете то, что хотите, и наслаждаетесь беспределом и процессом игры. Cyberpunk же это шутер с RPG элементами. Здесь все совсем иначе. Это не просто экшен, это глубокая ролевая система, где каждое действие влияет на прокачку персонажа. Вы можете выбрать стиль игры, быть хакером, который взламывает камеры и незаметно устраняет врагов, или пойти в лобовую атаку с тяжелым оружием. Огромное значение имеют киберипланты. Каждое улучшение меняет геймплей. Например, вы можете сделать себе клинки богомола и разбивать врагов в ближнем бою, или поставить усиленные ноги и прыгать на огромное расстояние. Но по сравнению с ее визави, управление в Cyberpunk может показаться немного сложнее, особенно тем, кто привык к экшену GTA. GTA 5 это чистое веселье и хаос. Cyberpunk же это более продуманная ролевая система. Если вам нравятся кастомизации и вариативности, выбирайте Cyberpunk. Если хотите просто делать что угодно, конечно же GTA 5. А теперь давайте поговорим о том, как же ощущается сам мир игры и насколько глубоко мы в него можем погрузиться. Ведь внутренний мир это душа любой песочницы. В GTA 5 живой и насыщенный мир. Лос-Сантос это огромный город, который действительно живет своей жизнью. NPC занимаются своими делами, реагируют на игрока, происходят случайные события. За пределами города есть пустыни, города, океаны, огромные просторы, где можно просто кататься на авто и наслаждаться окружающим миром. Игрок может взаимодействовать с окружающим миром по максимуму, заходить в магазины, посещать алиэкспресс-бары, играть в теннис, заниматься йогой, ну или просто устраивать хаос. Cyberpunk же это атмосферный, но менее интерактивный мир. Найт-Сити выглядит невероятно. Высокие небоскребы, неоновые вывески, толпа людей, но пустовато. Взаимодействие с миром ограничено, вы не можете зайти в большинство зданий. NPC ведут себя не так естественно, а активности намного меньше. Однако атмосфера в Cyberpunk 2077 на высоте. Это мир будущего, где думается культура киберпанка, ощущается безысходность мегакорпораций и технологий. Ну и все же, если вам важна интерактивность и проработанность деталей, выбираем GTA 5. А если хотите погрузиться в атмосферу футуристического города, конечно же это Cyberpunk 2077. Ну а что же по сюжету? GTA 5 это настоящий голливудский боевик с элементами криминальной драмы. Cyberpunk же это глубокая личная история, пропитанная атмосферой мрачного будущего. Давайте разберемся, кто же из них лучше в этом плане. GTA 5 рассказывает историю трех совершенно разных персонажей, каждый из которых живет своей жизнью, но в итоге их судьбы переплетаются. И самое крутое, ты можешь переключаться между ними практически в любой момент, переживая сюжет с разных сторон. Майкл де Санта – бывший грабитель банка, который шел на пенсию, но живет в постоянном стрессе. Его семья рушится, жизнь скучна, и в какой-то момент он понимает, что спокойная жизнь не для него.
Франклин Клинтон – это обычный парень с улицы Лос-Сантоса, который работает на мафию и мечтает разбогатеть. Он наивен, но со временем превращается в настоящего преступного босса. Тревор Филипп – это безумец, анархист и просто ходячая катастрофа. Он делает то, что хочет, когда хочет и не боится никого. Его персонаж – квинтэссенция хаоса, и за ним всегда весело наблюдать. GTA 5 – это не столько история о личностях, сколько криминальный аттракцион. Здесь главное экшен, погони, перестрелки и, конечно же, масштабные охваты. Каждый персонаж внес в историю свою изюминку. Майкл – интеллект и опыт, Франклин – амбиции, но Тревор – чистую необузданную ярость и очень много хаоса. Минусы сюжета: он хоть и интересный, но линейный, у игроков нет возможности развивать события. Большая часть миссий строится по принципу «укради, угоняй, отстреливайся». Это весело, но не всегда глубоко. Герои запоминаются, но с точки зрения драматургии они не сильно меняются за игру, кроме Франклина. В общем, если вам нравятся фильмы в роли «Форсажа» или «Отступники», GTA 5 это то, что вам нужно. Тут драйв, эпичность и черный юмор. Но если хочется чего-то более серьезного и мрачного, держитесь крепче, потому что сейчас мы нырнем в мир Cyberpunk 2077. И эта игра не просто экшен, это глубокая история поиска себя в этом мире, где корпорации контролируют все, а люди готовы продать свое тело ради новых имплантов. Здесь нет героев, только жертвы системы. Главного героя зовут Ви, он наемник, который мечтает о великой жизни, но оказывается втянутым в разговоры с последствиями для всего мира. Ты сам выбираешь, каким будет твой персонаж: беспощадным убийцей, хитрым хакером или кем-то посередине. Джонни Сильверхенд, он же Киану Ривз, бывший рокер и революционер. Он живет в голове Ви, постоянно влияя на его решения. Этот персонаж вызывает конфликт в игре: кому доверять, себе или Человеку-призраку. Дополнительные персонажи: Панам, Джуди, Такимура и многие другие. У каждого своя история, свой путь и своя боль. И самое крутое, ты можешь с ними построить отношения такие, какие захочешь ты. Здесь нет линейности, ты можешь их предать, либо можешь быть им очень верным другом. Cyberpunk 2077 это не про сюжет, это про твои решения. Ты сам выбираешь, какой будет эта игра. Ну что же у нас получается? Хотите драйв и экшен? Конечно же, это GTA 5. Любите глубокую историю с выбором? Выбираем Cyberpunk 2077. Но что же все-таки лучше в 2025 году? GTA 5 это развлечение, свобода и хаос. Cyberpunk 2077 атмосфера, киберпанковая драма и прокачка. Каждая игра хороша по-своему. Ну а что же не хватает этим играм, чтобы стать полностью идеальными? GTA 5 не хватает глубины RPG и вариативности прокачки персонажа, как в Cyberpunk 2077. Ну а Cyberpunk не хватает свободы и безумных возможностей открытого мира, как в GTA 5. Представьте себе игру, где есть и то, и другое. И это был бы идеальный проект, который затмил бы обе эти игры. А как думаете вы, если бы Rockstar и CD Projekt объединились и создали такую масштабную и невероятную игру? Что бы у них получилось? Обязательно напишите свое мнение в комментарии. Ну и конечно, не забывайте написать в комментариях, какую игру выберете вы в 2025 году: GTA 5 или Cyberpunk 2077. А может, вы одинаково любите эти две игры и наслаждаетесь в них по-своему. Ну что, друзья, пора подвести итог. GTA 5 это свобода, Cyberpunk это стиль. Ну а если ты досмотрел до этого момента, ты настоящий герой. Спасибо тебе за просмотр, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новых видео. Ну а с вами был Клим, всех обнял, приподнял. До встречи в следующем видео. Всем пока. Что возможно станет реальным. Погружаемся